Дима, ну хорош, пожалуйста, все, я шучу, мне страшно. Сегодня мы отправляемся в Сочи. Город-курорт, расположенный вдоль Черноморского побережья Краснодарского края. Но едем мы туда не ради морских прогулок. Нет, нас интересуют горы, среди которых расположился высотный аттракцион Скай-парк, где мы планируем совершить прыжок в бездну с высоты 207 метров. Мы едем на огромной машине Дмитрия. Это сзади Саша. Джекпот, мы все в очках. Так, Алексея с нами сегодня не будет. Почему-то. Итак, уже через 5 часов мы должны быть в Сочи, где по плану останавливаемся в гостинице, ночуем и утром на арендованной машине едем в Адлерский район, где и находится Скай-парк. Это наш самолет, Сань. Опоздали? Сейчас догоним. Приехали мы к терминалу ББ, в аэропорт Шереметьево. Это подземная парковка, собственно, где мы бросаем тачку на сутки. Собираем наш багаж, это Сашин чемодан. Саша, видимо, это оператор наш, он, видимо, считает, что он на море отдыхать приехал. Это все Сережины вещи. Да, это мои трусы, носки сменные. Мы на лифте в Сочи доедем. Самолет надо догнать. Так мы сейчас в тропосферу стартанем, а там это... Так, а зачем нам 4-й? Погоди, вот терминал Б. Ой, ничего себе, терминал Б на 4-м этаже. Собственно, вот зона прохода контроля таможенного, ой, не таможенного, не знаю, что это. Багажи сдаем, ремешочки снимаем. В общем, через считанные минуты мы догоним тот самолет, который улетел, и будем в Сочах. Ну, это, собственно, Шереметьево, фудкорт, зона посадки, магазинчики Duty Free. Вон там самолетики, вот сейчас я прям для Лешки подойду, сниму быстро. Это домик, можно поиграть в нем. Вон, Лешечка, смотри. Вот эти вот железные птицы машут крылами, чтобы лететь. Вон, Донор Хаус, идем сюда. Тут есть еда и для тебя, и для нас. Нормально. Покажи, как мы полетим. Покажи самолетик. Сань, это куда мы летим? А я не знаю, куда мы летим. Ну ладно, потом посмотрим, сюрприз будет. Спасибо. Очень классный рейс был. Дамы и господа, или господа и дамы, мы прибыли наконец-то в Краснодарский край курортного города Сочи для того, чтобы снять, как мы отправимся в Скай-парк для прыжков с 207-метровой высоты и поднимемся на фуникулерах в горы, которых здесь очень много. 90% построек стоит на скалистой местности. Мы отправимся туда и будем подниматься на них на фуникулерах, прыгать вниз. И что еще? Сын, что дальше? Я текст забыл. Текст забыл, что дальше? А, это наш Мерседес. Нет? Не наш? Не наш? Не наш. Ваш? И не ваш тогда. Чей же это Мерседес? Вы, наверное, уже много чего знаете. Да. Ну, хочется от местных людей. Работы вот, больше здесь. появилось у нас, работы больше появилось, конечно, это очень хорошо. Нас интересуют именно прыжки с Скай-парка, которые новозеландцы построили здесь такой мост огромный, 439 метров, если не ошибаюсь. Самый длинный мост в России, с которого мы хотим прыгнуть. Скай-парк. Да. Честно говоря, я не прыгал, я и не хочу оттуда прыгать. Но мало кто хочет, но... Да, ну, интересно, видимо, люди очень много туда ездят, в общем, Скай-парк как Скай-парк. Вечерний Сочи встречал нас ласковыми росчерками апрельского дождя. Все видимое пространство усыпала щедрая россыпь из теплых огоньков городского освещения. Сигналя и мигая поворотниками туда-сюда, разъезжают суетливые автомобили, а местные жители неспешно прогуливались по улицам родного города в ожидании нового весеннего дня. Ну а мы едем в курортный поселок Красная Поляна, который располагается в 60 километрах от сочинского аэропорта. А, вот, то есть мы на лифте можем проехать? Пожалуйста, ваш номер. Ага. На конверте указан. Мы были уже... Это до 20. Все. Будут вопросы? Обращайтесь. Пожалуйста, всех паспорта, пожалуйста. Всех? Тут два нелегалы.
А, ладно, хорошо, давай паспорт. Завтра пойдешь с лопатой убирать этот подъемник. Так, вот вам еще один паспорт. Этого сразу сходу сдавайте. Да, вот этого не надо, этот хороший. А здесь есть, да, ведь кафе, бары ночные какие-нибудь? Вы в ночные нет? Ну вот сейчас вот, которые работают. Сейчас, да. Бугель прямо напротив. Бугель-вугель, вот чтобы я прям усвинячился там, да? Думаю, да. Отлично. Спасибо. Номер телефона ресепшена, если у вас возникнет вопросы. Блин, а там любые вопросы можно задавать? То есть я позвоню ночью, спрошу корень из 25, мне дадут ответ. По вопросам отеля. Все, я понял. Вот, видите, как конкретика решает. Ну, с 25 неинтересно. Сильно захочется? Так, ладно, но корень из 25 сколько будет? Блин, браво. А у нас еще и завтрак включен, получается? То есть мы завтракать будем? Да. Еду? Да, с 7 утра до 10. Нихера себе завтрак. А дети до 5 лет включительно завтракают бесплатно? Да. То есть если я найду ребенка до 5 лет и приведу его позавтракать, он будет есть бесплатно? Мы в лифте, мы в Сочи в лифте. Мало того, что мы на высоте 1 километр, так мы еще и в лифте едем на 2-й этаж. Туман, как в Сайлент-Хилле. Давайте. Леш, видишь его? Вот. Все, сегодня нельзя писать. Убрали. Так? У меня пакет с собой есть. Что, ты в пакеты писаться будешь? Насколько вам отодвинуть? Да вот, да вы можете прям так оставлять. Вот. Давайте, поможем. Да. Да, ну все, еще все, вот так. Еще друг на друга ноги положите. Да и ладно. Так они только этого и хотят. Наступило первое утро. Сейчас мы отправимся в скайпарк. Что мы имеем? Что мы имеем? Вот что мы имеем. Солнечную погоду, тучи, облака и бесконечно красивые горы. Так, ну что мы делаем? Такси ждем, ехать. Штаны снимаем, Саша? Так, нет, сейчас мы без шуток. Сережа, что мы делаем? Ну сейчас это штаны снимаем. Ждем такси, едем в аэропорт. Дима будет арендовать машину, дальше на машине мы поедем в скайпарк. Вот. Сочи – всесезонная отпускная здравница России. Главный курорт страны держит статус. Опрятный внешний вид, отличные пляжи, лучшая в стране горнолыжная трасса, стабильная солнечная погода и восхитительные виды, от которых захватывает дух. Но едем мы в то место, которое многие туристы побоялись бы назвать местом для отдыха. Развлечения в скайпарке относятся к специфическому виду экстремального туризма и может подойти далеко не каждый. Приехал на свой участок, вот проверить свой Porsche, стоит все на месте, бэх моя тоже на месте. Ладно, Диман, тогда возьмем Кашкай. Да. Поедем на нем тогда. Я за вами тогда. Ты машину помоешь, нет? Там чисто уже. Ты за нами-то, слышь, Саш, ты за нами на Porsche тогда поедешь или с нами? На своей красненькой. На моей красненькой. О, слышите? Это Леха орет. О, Лех! Сережа? Арендовали мы машину, условно за 5000 рублей, оставив минимальный залог 10. Почему арендовали машину, а не взяли каршеринг? Местные таксисты сказали нам, что гайцы, которые здесь прикомандированы, очень жадные до денег. Будут докапываться до любой мелочи, лишь бы с вас содрать деньги и чтобы вы потеряли ваше время. Если вы не хотите терять время, вы платите. Все просто. Поэтому смело заходим на Авито, берем машину в аренду и едем в скайпарк Сочи, который находится в 5 минутах езды от нас. Чем ближе мы подъезжали к парку, тем сильнее нас одолевала тревога. Слушай, я, по-моему, уже посидел, но не прыгнул. Как такое вообще возможно? Это как авансом седина?
Еще вчера прыжки с 207-метровой высоты казались нам куда более простым и доступным занятием. А теперь, глядя на все эти горные массивы, хотелось повернуть назад. Лёх, уйди, пожалуйста, с дороги. Добрались мы до скайпаркейшинга. Какой воздух хороший. Сейчас, подожди, вот здесь вот это наше место. Сюда мы первым. На первом пойдем до ресторана. Потом этот сюда, да? На качельке. Пойдешь на качельке? Да, надо. Банджи 207, вот это очень интересует нас. Нам 3 детских, да? Вот они, билетики наши. Диман, Давай. Александр, Сережа. Все, пошли. Маски надевайте сначала, ребят. Все, готово. Маски надели. Желаете нам удачи, товарищ? Удачи вам. Спасибо. Приятного полета. Спасибо. Так, нам пожелали удачи, потому что без удачи тут никак. Ну и без масок тоже ковидные все-таки какие там меры. Привет. Ты тоже будешь прыгать? Не будешь? Ребята, вы прыгать не будете, не? Прыгать будешь? Кататься тоже не будешь? Вот отсюда видно, это лососево-осетровые, нет, лососево-форелевые, как их, питомники, заповедники, разводники. Я помню, гид нам рассказывал, что туда часто подлетают вороны, чайки, и лишь бы укусить форель или лосося за глаз. Где? О, сейчас там кто-то уже на горизонте прыгать собирается. Давайте посмотрим издалека, как это будет выглядеть. О, полетел! Итак, мы добрались. Вот он, Скайпарк. Уникальный подвесной пешеходный мост, под которым течет бурная река Мзымта, находится в окружении Ахштырского ущелья. Высота моста 207 метров. И именно с этой высоты совершаются самые высокие банджи-прыжки в России. Можно сколько угодно оперировать этой высотой, но по-настоящему ты понимаешь всю суть лишь тогда, когда лично ступаешь на эту конструкцию, которая шатается, вися в воздухе, а тебе кажется, что каждый твой шаг грозит непоправимыми последствиями. Примерно в этот самый момент выясняется, что практиковать банджи-джампинг отказывается сразу 2 человека из нашей команды. Но именно на такой случай мы уговорили поехать с нами сударя Дмитрия, которому чем экстремальнее, тем лучше. Ведь у него за спиной не 1 десяток парашютных и роуп-джампинг прыжков. Однако высота в 207 метров штурмуется им впервые. Что касается остальной культурной программы, у нас по плану был зиплайн-спуск по стальному канату, скоростной троллей со скоростью 120 км в час и подъем в горы на фуникулере до максимально возможной точки. Можешь немножечко рассказать нам, в принципе, о своем опыте прыжков и об ощущениях вот именно сейчас? И почему такие ощущения у тебя? Нет, на самом деле страшно. Но помимо всего прочего, есть такое чувство, что сейчас будет настолько кайфово, что я сейчас в очередной раз просто переборю свой страх, меня подхватит, и я просто с вами обнимусь, когда мы поднимемся, и все будет классно. Расскажи об опыте. Сколько у тебя прыжков? У меня много прыжков из роуп-джампа. Такую высоту я штурмую впервые. Вот, мой максимальный прыжок на роуп-джампе был 70 метров. Было прикольно, интересно. Также у меня есть парашютный опыт. Такую высоту и именно на такой системе я штурмую впервые, и я надеюсь, что все будет очень. Переживаешь? Да, конечно. Ну, прыгнешь. Ну, прыгну. Отлично. Ну что, проследуем к нашей... парни. О боже, вот оно. Вот оно что, не знаю, пустота с высотой. Это у тебя ножки трясутся, я очень смело иду, блин. Да, это было легко. Перед прыжком можно во всем признаться. Я вас люблю. Дмитрий, пожалуйста, вот здесь фамилия подпись ваша. Спасибо. Этот браслет нужно будет показать инструкторам. Его не снимаем, будут скидки на другие аттракционы. С этим билетом прямо сейчас, пожалуйста, проходите на середину моста. Прыгаете, после этого вот здесь за крайней кассы вам подарят рыбу.
Здравствуйте. Здравствуйте. Блин, я тут один как дурак, по-моему, в присидку иду. Ну и что тут, что сейчас будет? Ну, сейчас будет прыжок, Дмитрий будет прыгать с высоты 207 метров на самом высоком подвесном мосту в России. Вот так. Сюда сам сядешь, короче, будь туда. Ой, блин, ужас. Ну все, расходимся, он улетел. Спокойствие, все хорошо? Все, огонь вообще, ребят. Так, ну что можно сказать, миссия удалась, и Дмитрий сделал то, что не сделаю я и не сделал Саша. Ну, потому что надо же кому-то снимать, а вдруг что случится, и, во-первых, давление, и есть куча много отмазок всяких, и бла-бла-бла, неважно. Дмитрий, Да. готовы ли вы нам сказать о ваших ощущениях после прыжка? Слушай, это шикарно, это непередаваемо. Я отлично себя чувствую. Давления не было? Нет, ничего не было, все спокойно, спокойный выход, спокойный полет. А ветер бил в лицо, как летишь? Да, он быстрее ветра фигарил. Ты быстрее ветра фигарил, ты представляешь? Ты прям Нет, на как самом флеш деле был. было немножко страшно, когда уже поднимают, потому что это, ну, как бы для меня не очень привычно, потому что довольно быстро поднимают на ту же самую высоту, с которой ты только что прыгал. Вот, а веревочка так еще чуть позванивала, чуть она такая. А признайся, с закрытыми глазами поднимался? Не, не смотри. Храбрец какой. Молодец, Я молодец. прыгал с открытыми. В общем, блин, не знаю, всем советую. Классно, пробуйте, прыгайте. Слушай, а футболку? Вот тебе футболку подарили как человеку, совершившему прыжок. Можешь нам ее показать? Да? Да, как пруф. Я просто вначале говорил, что можно лайфхакнуть и купить такую футболку, но нам ее подарили. Собраться и набрать. Как доказательство, да, мы покажем видео, у нас будет видео от первого лица прыжка Дмитрия. Слушай, ну это прям, знаешь, единственная футболка, которую можно носить с гордостью. Да, ну... И оборотной стороной Jumping Edition Bungee 207. Мы спустились к речке над самим, собственно, скайпарком. Вот он у нас проходит. Вот, и сейчас немножко погуляем, посмотрим местные достопримечательности. Что еще? Видите, здесь организовали домики, такие беседки на сплаве реки Спуск, не знаю, как правильно назвать, но течение здесь довольно-таки быстрое. Что тут? Тут наверняка ловят рыбку. О, ребята, воздух такой шикарный. Вы просто почувствовали, вы поняли, что лето, оно наступило. Оно не как в Москве сейчас, вот эта весна дурацкая. Она здесь полноценная, настоящая, ну почти, лето. Мзымта – название реки, по самой распространенной версии, как Бешеная. Это самая длинная река России, впадающая непосредственно в Черное море. Так что знайте, если вы когда-либо купались в Черном море, то, скорее всего, вы купались и в туристических слезах, которые падают прямиком в речку Мзымта с высоты 207 метров каждый раз, когда кто-то из туристов переоценивает свои возможности и боится прыгать. Вот такой вот мост вас ждет на другой стороне от входной точки скайпарка. Вот тут спуск на зипах идет туда. Вот, ой, туда. Полетели. Удачи!
Куда они полетели? Верните их. Ты готов? Ты готов? Я ничего не готов. Я никогда не готов. Zipline – самый доступный аттракцион скайпарка, который позволяет пронестись над Ахштырским ущельем со скоростью 60 км в час и не потерять при этом окончательно свою гордость после того, как вы соскочили с банджи-прыжка. На самом деле, как ни странно, имеются свидетельства очевидцев, которые заявляют, что много для кого прыжок с 207-метровой высоты давался куда проще, чем зиплайновый легкий спуск. Поэтому все относительно, и с этим трудно поспорить. О, господи! Господи, Здорово. Как полет? Прикольно. Здрасте. Как дела? Да блин. А, ну куда-то обратно поехал. Да, расскажите, что сейчас будет? Сейчас будет про Петроля. Она же высокоскоростной троллей. Мы полетим на качелях вот так вот парных вниз. Вот как сейчас люди полетят. Так и полетим мы. А вот и троллей, разгоняющийся до скорости 120 км в час. Определенно может посоревноваться с банджи по количеству выдаваемого адреналина. Истерика будет. Это да, ты только обоссышься, ничего страшного, я тебя уважать не перестану. Блин, не, ну как сказать это? Как заявляют в самом скайпарке, полет на мегатролле можно сравнить с поездкой на кабриолете на сверхвысокой скорости. Только стоит добавить к этому возможность рассмотреть красоты Ахштырского ущелья с высоты 200 метров. Ну смотрите, сейчас Диман с Сережей прыгнет, посмотрим на Сережину реакцию. У него звук записывается, наверное, будет очень весело. Верещать будет как девочка. У меня реально с писи, по-моему, течет. Я не знаю, но я... Не знаю, мне нихуя не страшно. Мне просто противно. а на самом деле знаешь, что самое очковое, короче? Диман, ну хорош, пожалуйста, все, я шучу, мне страшно. Все? Да. А куда тут? Идем ко мне. Хочешь еще раз запустим? Да не, я, в жопу эту херню поганую. А это сейчас посмеетесь там внизу. Девчонки-то посмелее будут. Но сейчас, нет, вы сейчас там останетесь висеть над этой пропастью, вот это вообще весело будет. Это самая крутая тема, как по мне. Конструкция, это все, что держит? Да, вот это все, вот эта вот веревочка трусов. А нельзя зато вкладывать? Спасибо. Теперь тебе осталось Вот 207. вспомните мои слова внизу там. Иди в жопу, убери вообще эту камеру. Да, на самом деле вот эти полет на качелях это все лайтовая шляпа. Но когда ты внизу висишь над этой пропастью, в этом, не знаю, в бандаже, в трусиках в тоненьких, то вот это действительно страшно. А знаете, почему страшно? Потому что ты сидишь и думаешь, сейчас у тебя доп. Страховки никакой нет, кроме этих двух карабинов, сейчас что-нибудь чпуньк, и все. И полетишь лосось кормить вниз. Форель. А еще Дима меня утешал, знаешь как? Он говорит, сейчас мы как на банджи оборвется, полетим вниз, говорит, и там нас волки съедят. Человек еще не поднимался на такую высоту, куда отправились мы. Можно сказать, мы первопроходцы. Сами видите, в кабинке никого нет, кроме нас. Что это за подъем? Это подъем на Красной Поляне.
Ой, блин. Это подъем над водой, Саша. Димон, что ты куда полез? Через 90 Я минут. этот, короче, Слендермен. Не надо. Канатные дороги. Ты куда лезешь? Сейчас кабинка голову разбила. Самой высокой точке курорта. К подножию вершины. Вот культура у нас. Прежде чем встать куда все садятся, надо разуться. Саш, сними задний вид. Своеобразный черный пирамид остается. Посмотрите вверх левее по ходу движения канатной дороги. Вершина. Сейчас вы видите за мной и передо мной вообще с обе стороны горы и леса. Это из-за того, что Земля так устроена, что на Земле растут леса и горы. Это вполне естественно. Правильно? Ничего себе. Так вот. Прям урок географии. Урок географии, да. Это вот вы видите машину, у нее 4 колеса и двери. Вы ее будете брать? Смотри, Сушен. Фу ты, Шурен, Сушев. Снимай, смотри, какая вода. Тут смотри, везде ручейки текут по низу. То есть в этом Зымту вода, в принципе, из гор стекает. Вот эти вот горные речки, тропы. Давай раскачаем. Раскачаем этот мир. Слышишь? Кавказская серая здесь. Я раскачиваю все. 2000 метров змея достигает. Кавказская серая гадюка. Надо Сережу запугать. Не, я это не боюсь. Ты не меня пугаешь, ты Сашу пугаешь. Не, знаешь, когда она реально трясется вот так вот при хорошем ветре, она реально не сможет. Развивая скорость. Сейчас вы чувствуете, да, землетрясение небольшое, которое к нам не относится, это просто фуникулер трясет из-за ветра, из-за механизма троса. Вообще, знаете, как устроен фуникулер, ну, почему он движется? Небесная сила толкает кабину вверх или назад, ну, в зависимости от того, как она воздействует. Но чаще всего небесная сила здесь вообще ни при чем, потому что наверху есть трос натяжной, и у фуникулера, вот обрати внимание на проезжающих кабинках, вот такой механизм краги. Она цепляется туда, и поехал. Как я. В общем, поездка на фуникулере помогла разгрузиться и духовно, и физически. Едешь не спеша на самый верх канатной дороги. Под тобой журчит речка, за окнами плывут горы. В обратную сторону мимо тебя мелькают другие кабинки. Красота! О, хаски разводят, смотри, прям здесь совершенно. Здесь же можно в упряжках покататься вроде как. 12 человек запрягают, и одна хаски на тебе едет. Уставшие, но довольные, мы доезжаем до самого верха. После чего возвращаемся обратно вниз в магазин сувениров, где и завершаем свой неприхотливый рассказ, который превратился в очередной сударский выпуск. А чего оттуда подъемники пустые едут? Потому что тут никто не возвращается. Мы вернемся первыми. Ребят, кстати, магазин сувениров, можете сюда спокойно приходить, чтобы купить сувениры. Как я и говорил, здесь возможно сделать лайфхак. То есть, если вы не прыгнули с банджи, вы можете просто прийти и купить сюда свою гордость. Ну что, считай, миссия выполнена. Или как? Миссия завершена. Ну что, Дима, жалко ли тебе покидать это место прекрасное? Жалко. Конечно, жалко. И да, если хотите увидеть больше таких историй, не забывайте подписаться на наш канал, ведь впереди вас ждет еще много чего интересного.